лифт работает. И лифт работает. Учитывая этот факт, что мы столько лет строим, мы плюс построили 2 олимпийских стадиона, Да. это получается, я вам совру, так что я это делать не буду. Сейчас этот проект был поменен, к слову, там опасный для жизни. Доброе, прекрасное батумское утречко. Сегодня начало ноября, но очень тепло. Я вот пожалела, что даже одела свитер. Насколько тепло, господи. Вот. Сегодня в этот прекрасный день я иду к застройщику Гумбати смотреть его проект на аллее Героев. Вот он находится, да. До моря здесь, наверное, пешком минут 7 идти, да. Там еще обещают построить мостики, соответственно, кругом мне надо будет обходить, с аллеи Героев имею в виду. Где-то 7 минут, я думаю, можно достичь моря. Посмотрев все проекты Гумбати, я думаю, что это самое лучшее соотношение у них цена-качество с точки зрения квартир под сдачу. Вот. Потому что локация недалеко от моря, на аллее Героев, которая, вряд ли будет когда-то застроена. Никто не знает, да, конечно. Так, в ближайшем будущем уж точно нет. Вот обратите внимание, как тут тихо. Вот только есть там какой-то звук там, но в остальном... вроде там, кстати, фабрика. Но в остальном очень тихо. То есть спать тут будет спокойно. Какой это номер? Это 169Б. 169Б. Угу. Какая площадь квартиры? 24,9. Угу. Это у нас 19 этаж, правильно? Это у нас 19 этаж, и здесь она 600. Ага. Выходите. Хорошо. Так. Смотрим. Итак, у нас здесь вид на горы. Угу. И вот там вот аллея начинается. Отсюда вот чуть-чуть видно море, да. Море и горы. В принципе, Чуть-чуть. И вот здесь тоже кусочек. Да, среди зданий. Благодаря этажу и тому, что Да. А вот это вот Орби, да, земля? это Орби собирались. Да. Но, насколько мне известно, они передумали. И эту землю либо они уже продали, вот это я точно не знаю, либо она продается. То есть в ближайшем будущем пока здесь ничего. Да, понятно. Так, из чего тут получается? Какие-то Пеноблоки. пеноблоки, да. Пеноблоки в комбинации с монолитными стенами. Ага. 20 Окей. сантиметров на машину. 20 сантиметров. Ага, понятно, хорошо. Так. Здесь закрытый балкон, так стой. Ага, хорошо. Так. Значит, это у нас С-блок. Вид на горы. И вот частично на аллею Героев. И частично на море. Вот там где-то оно есть. Вот здесь вот красиво выглядит, что горы и море. Итак, в С-блоке всего лишь 8 квартир на этаже. И вот лично мне это, конечно, нравится. Сейчас я думаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, даже 6, да, квартир на этаже? Всего 6. Ага, очень уютненько. А это какой этаж? 19. 19 этаж. Вид очень похож. Там сильно разницы, конечно, не вижу. В этом балконе мне больше нравится... если я сравниваю, я имею в виду с балконами вот полностью открытыми, мне нравится, что тут есть вот такая вот стена. Я считаю, что газовый котел тут будет смотреться как-то лучше, надежнее. Вот. Значит, это у нас черный каркас, правильно? Это у нас черновой каркас. То есть черновой каркас по стандарту, наверное, вы в курсе. Входит только входные двери и окна на балкон. Касательно проводок, вот этих всех электричества, воды, все проведено у вас до квартиры. И стоит центральный стояк.
газ у вас проведен до балкона, вот это желтое. Это газ, да. Да. С балкона вы уже вовнутрь сами его проводите. Ага, На кухне. хорошо. То есть надо какое-то разрешение там брать или как Все это происходит? это у нас сделано, то есть мы заранее заплатили за проводку газа в каждую квартиру, Мгм. и при покупке квартиры, кроме стоимости, за саму квартиру вы оплачиваете газ. Мгм. И все, в принципе. Да, В да. этом блоке это 1260 ватт. То есть 1260 вы ватт. просто платите сумму, которую мы ранее платили в газовую компанию, Да. и все, переоформляется счетчик, но у вас все проведено. Мгм. Единственное, Да. к слову, я извиняюсь. Да-да-да. Единственное, что вам надо будет еще доплатить, это проводку на кухню. Ну, если вы А, делаете газ, да. если газ на кухне. Если делаете. Да. Многие, например, делают электро, им вообще это не нужно. Это вы идете опять же в газовую компанию, Да. пишете заявление и проводите. Мгм. А это Если сколько, решите. сколько стоит? Если честно, я не в курсе, но, по-моему, в районе 300 лар. Напомните, пожалуйста, отделку, если вот, которую вы предлагаете. Сколько Да. она стоит за квадрат? За квадрат, например, с чернового каркаса, чтобы довести до зеленого каркаса, Да. это у нас стоит $150 Мгм. за такую площадь. Да. Чем больше площадь, тем сумма отличается. То есть 150 либо 120. На большие А, квартиры 120. ну да. Мгм. Потому что реально у вас тут санузел, в принципе, такой же, как и в обычной большой квартире. Да. И, соответственно, затраты тут довольно-таки большие на Да. ремонт. Ну, дверь мне вот тут нравится, какая стоит. Она Двери хорошие, выглядит, да, двери у всех одинаковые. надежной. Угу. Хорошо. То есть во всех корпусах они одинаковые, да? В этих Двери. трех, да, Да. они Мгм. похожие. Например, в корпусе, который у нас в центре города, там они Да. еще более такие навороченные. А, понятно. Отличаются. Угу. Хорошо. А сколько квартир на этаже получается? Около 15 квартир всего. Около в 15. этом комплексе. А скажите, а если, например, человеку вот для студии он решает, не нужен газ, например, все-таки он хочет теплый пол делать там, ну или как-то кондиционером обогреваться, то за газ нужно платить или не нужно тогда Если доплачивать? вы его... Нет, все равно надо. Всё равно потому что надо. он проведен. Он проведен, А, да. окей, понятно. Я просто думаю, а газовый котел, вот его куда как бы можно прикрепить? Вот здесь он у вас будет. А, это место именно под газовый Да, котел, да? Это подготовлено. Ну хорошо, а его лучше в шкафчик, наверное, какой-то прятать? Нет, знаете, что они уличные, они рассчитаны А, на что уличное дождь может, да, использование, быть? да. И некоторые спрашивают, вот они замерзнут, не замерзнут, но Да. в одном сейчас не бывает такой низкой температуры, чтобы они замерзли. А какие у вас лифты стоят? Лифты турецкого производства. Мгм. Здесь, во втором объекте, у нас европейского Mitsubishi, Ага. А во втором объекте это который? который в центре А, в города, центре. вот на Тургеневе. А, окей, хорошо. А вот они будут по коду или по карте? Они платные. или- Как, когда вы покупаете квартиру, вам выдается одна карточка. Мгм. Если вам нужна вторая, это буквально 10 лар стоит. Да. Дополняете. И на нее зачисляете потом определенную сумму и проезжаете. Мгм. Сейчас. Плюс Да. сервис, Мгм. оплата за сервис, то есть техническая поддержка лифтов, уборка, вот это Мгм. вот все. Мгм. Все публичные места, чтобы были в надобавящем порядке. За это вы платите, вот, например, если смотреть по студии, вы Да. платите лар за квадрат. Ларса квадрат. Но сейчас, например, вот в А-блоке, в Б-блоке люди проживают, но пока что они не платят, потому что пока все не приведено в надобавящий порядок. Кстати, вот мне кажется, я первый раз вижу вообще, ну вот, по крайней мере, в Батуми за последнее время, что балкон открывается внутрь. На мой взгляд, это очень удобно, потому что если тут как, ну, студия, ставить какую-то мебель, ничего не мешает. Да. Будет открываться, это уже чересчур. Да, это очень хорошая идея, мне нравится. Когда люди вот начинают заселяться и строить, ну, уже квартиру, ремонт, да. В А-блоке уже частично даже заселены, где-то около года люди проживают, А. потому что не все же ждут завершения Да. проекта. Некоторым достаточно, что первый блок закончен, И лифт работает. и лифт работает. Да, и они Да. заселились, потому что первый блок был построен изначально раньше, потом построили Б-блок, и потом С уже добавили. А если вот рассрочка или... Если да. рассрочка, то по полному погашению получаете в собственность. Вы регистрируетесь Ага. как будущий владелец. Да. Мы оформляем предварительный контракт, в котором указывается, что по полному погашению вы становитесь уже собственником. И регистрируем вас в реестре, как будущего собственника данной Да. квартиры. Как только вы погашаете полную сумму, потом уже переходит в собственность. Хорошо, а вот А-блок, ну, чисто теоретически, если я там беру квартиру в Б-блоке или в С, неважно, да, я могу рецепцию в А-блоке просить, чтобы они выдавали ключи?
Ну да, если Можно будет такое, управление апартаментами, соответственно, это все будет налажено. Либо во всех блоках будет ресепшн, либо только в блоке, который будет контролировать остальные два тоже. А если я хочу, чтобы не просто выдавали ключи, но управлять буду я, тогда это возможно или нет? Не знаю. Что здесь вообще из коммерции будет? То есть в первом блоке уже есть медицинский центр Татишвили клиника, может вы слышали, она довольно-таки популярная в Грузии. Они у нас зашли уже, 2 этажа. Плюс в первом блоке есть наш офис и офис еще компании Ачарис Цхаль. Во втором блоке пока что у нас ничего. Во втором блоке у нас будет, но сейчас их нет, но будет развлекательный центр с Польшей. Jump Planet, если вы слышали. Нет, не знаю, что Кстати, это. да, вот они ориентируются вот на батуты, на всякие вот такой развлекательный центр, 2 этажа, даже 3, скорее всего, будет. И плюс, может, они еще возьмут паркинг. В третьем блоке тоже 3 этажа, но они пока что пустуют. Так, значит, у нас получается, повторите, пожалуйста, А, Б и С блок, когда что сдается, когда завершается? То есть А-блок частично заселен. Даже вот заявление по принятию в эксплуатацию было подано, но, как я уже сказала, там не сделали клинику. То есть клиника вошла в грузинскую. И, соответственно, они добавили эскалатор между этажами. Да. И при добавлении этого эскалатора нам пришлось вносить изменения в проект. Соответственно, это затянуло процесс вот этого подачи заявления на эксплуатацию. Хорошо, вот Б-блок чисто теоретически, когда уже можно начать его сдавать и получать прибыль? Вы ремонт можете сейчас уже начинать. Вы видите, что во всех 3 уже лифты стоят, Да. и, соответственно, ремонты тоже идут. Если вас вот это вот не беспокоит, то, что там на этажах периодически то цемент, то кирпичи, при входе тоже есть, то есть все такие работы, которые, к слову, там опасны для жизни или нельзя там проходить, вот это вот все уже закончено. Единственное, осталось вот такое вот мелкое все, которое, в принципе, вам может мешает, а может нет. Про рассрочку. Сколько был первоначальный взнос? 30% первоначальный взнос. Соответственно, остальная сумма делится на 6 месяцев. В любом из комплексов или в любом 6 месяцев, да? В А-блоке у нас квартира, в принципе, не осталось. Одна, и то она в броне. Б и С так. Ну, Я в С, поняла, да. если, к слову, там человек вот-вот решает, и эти 3 месяца для него очень важны, мы можем поднять до 9 месяцев. Возможно ли тут взять ипотеку вот под ваш проект? Можно, конечно. Вы можете в этом проекте у нас партнерский банк TBC, который предлагает специальные условия по ипотечному кредиту. Опять же, первоначальный взнос в их случае 30%. Да. И остальная сумма делится у вас на 3 года. 3 года. С 5% годовых. Сходила я к Эмбати, у меня осталось очень положительное впечатление. Особенно у меня впечатление хорошее, то, что компания уже 23 года строит. И второе, что у них есть специальное предложение с TBC банком. Первый взнос, значит, как Илона сказала, 30%. И 5% всего лишь ипотека, что для местного рынка хорошо, в местной валюте, да, в ларе. Илона мне пришлет именно ту информацию по той квартире, которая меня заинтересовала. Очень соблазнительно, вам честно скажу. Потому что порог входа низкий, хорошая процентная ставка, то с черного каркаса до зеленого они сделают за месяц. Если, сейчас не сезон, да, поэтому за месяц. Если был бы сезон, то, наверное, за 3. И плюс там до финальной отделки, это уже зависит от того, что я там хочу. В общем, очень жду, если честно, имейла от Илоны.